Я, допустим, вообще перестала убираться в принципе, вообще в принципе. То есть ты приходишь домой, ты снимаешь вещи, бросаешь на пол, вокруг меня куча вещей, коробки из-под пиццы, из-под суши, смотрю на умершую орхидею и понимаю, что я в жопе. Вот вспомни самую острую свою минуту и представь, что у тебя день сурка. Ну, год так. Это ложное состояние смерти, фактически. Но так просто всегда. Здравствуйте, меня зовут Анфиса, я пережила клиническую депрессию на протяжении 6 лет. Депрессию никто не воспринимает всерьез, потому что ее показатели, причины вот общие, они очень общие как раз-таки. Ну, там, нежелание что-то делать, суицидальные мысли, там, общее подавленное состояние. Ну, это как бы, что в этом уникального? В таком же состоянии человек гриппом еще болеет, ну, просто с новыми нюансами. У наших людей такое, либо псих, либо здоровый. Никто особо сильно к этим людям и не прислушивается. Это тоже, опять-таки, чаще всего от кого слышит, что у него депрессия? От человека, у которого все хорошо. Ну, наверное, жиру бесится. Ну, что мы там? Причем каждый считает своим святым долгом, как друг, как член семьи, обязательно тебе со всей серьезностью или суровостью донести, что ты на самом деле идиот, ни хера не понимаешь в этой жизни, и, в общем, секрет счастья прост. У каждого вот, да, вот это вот, отвлекись, пойди там, сходи, попрыгай на батуте, просто съезди в отпуск, смени работу, найди работу, там, брось парня, там, сохрани, короче, уйма, короче, совершенно глупых и абсолютно бесполезных советов, которые по факту, они помогают для человека, у которого просто загон по какой-то теме. Человек, который болеет депрессией, он болеет. Ему эти психологические отвлекушки совершенно никаким образом не близко, не рядом и никакой пользы не принесут. Ну, во-первых, депрессия – это болезнь тела. Это в организме не хватает микроэлементов определенного состава, и все ресурсы организма действительно брошены на то, чтобы как-то закрыть вот эти дыры. Мозг не получает достаточной подпитки и энергии для того, чтобы справляться с задачами. В итоге он, получается, не способен справляться с самыми обычными задачами. Отклонение психики во время депрессии – это в большей степени побочный эффект. Это вот такое состояние, когда 33,3 температура, допустим, то есть очень-очень-очень холодно, там 34. У тебя действительно немеет тело, горечь в горле, тяжелая ватная голова, глаза режутся. Это ложное состояние смерти, фактически. Потом после этого вся жизнь рушится просто в никуда, и ты такой посреди вот этих вот руин счастливой жизни стоишь и офигеваешь вообще, что вообще происходит, и где здесь ближайшая виселица. Вот примерно это так выглядит внутри. Мысли о суициде могут возникнуть вообще по абсолютно любой причине. Автобус не успел, опоздал на работу, в магазине очередь была, и такой, все. Я попробовала резать вены. Ну, у меня получилось, но это было очень смешно, потому что я сделала все по правилам. Ну, полежала, закружилась голова. Очнулась я от того, что я вдруг подумала о том, что мама придет, эту кровищу увидит и убьет меня. И такая встала, вот это все себе завязала, быстренько оттерла. Отличный способ вообще, вот. Молодец, Анфиса. Все врачи, к которым я ходила, считали, что я просто дурью маюсь. Дошло все просто до пика, я поняла, что либо я реально куда-нибудь, под машину пойду кинусь, либо с этим надо что-то делать. И я уехала в Москву. Вот, к психологу я сходила, к психотерапевту я даже сходила. Я сдавала биохимию, все анализы прошла, и мне диагностировали клиническую депрессию.
мне было 21. Это так, 3. Сейчас 27, 6. Год понадобился на восстановление физики и 6 лет на восстановление головы, психики. Но это не очень заметно со стороны. То есть если ты это не пережил, то ты вот эти маленькие микроимпульсы и не заметишь. Девочки, допустим, перестают резко краситься, вот все поголовно. Ну, вот. И такой слегка бледноватый, уставший вид. Такие темные, черные, запавшие глаза, уставшие. Обычно человек, который заболевает депрессией, он не особо сильно даже и понимает, что он туда вообще-то катится. Тебе неудобно, тебе неприятно, тебе не хочется это делать, но ты вроде как пообещал, и ты еще обещаешь, и дальше. Потом как-то неудовлетворенность там на работе, там как бы неправильное питание, как раз-таки, невозможность там высказаться, еще что-то. Это вот несколько маркеров, вот, когда ты понимаешь, что вот это вот все начинает за тобой идти, ты можешь это вовремя остановить, такой стоп. Получить адекватную помощь и лечение, а также и обратиться за помощью касательно депрессии нелегко. Это надо быть достаточно смелым человеком и очень целенаправленным. В государственные учреждения вообще не стоит даже ходить, потому что там не понимают, что это такое, как с этим бороться, и выписывают очень много нехороших там таблеток на погашение, но это очень неэффективное лечение. Мне очень повезло с психотерапевтом здесь, в Минске. Качественно жизнь поменялась по собственному отношению. Я теперь понимаю, что любые проблемы, которые у меня возникают, это, в принципе, это не проблемы, это вопросы, которые стоит решать. Во-первых, ответственность за себя. У меня нет врагов. Вот раньше бывало, есть какой-то злодей, который вот у него задача такая сделать твою жизнь хуже. Это обычно либо там, начальник, либо какой-нибудь злостный коллега по работе, ты с ним борешься, такой прям вау. А здесь, борьбы уже нету, и у тебя очень огромный кусок энергии и психической силы направлена на совершенно другие вещи. Сейчас нет, весь этот год отлично прошел. У меня бывают грустные дни, но это такие, один денечек так. Хочу погрустить, поплакать над каким-нибудь сериальчиком. Все, этого действительно. То есть, как только ты решаешь этот сам вопрос для себя, все, он как бы перестает снова возвращаться к тебе. Так, людям, которые сейчас считают, что переживают депрессию, должны в первую очередь накупить себе витаминов С, В3, В6, В12, магний, цинк и кислоты омега, вот эти как можно больше витаминов, почитать, как их пить, и обязательно пропить хотя бы недельку, а лучше месяц. Вот это вот прям очень обязательно. Второе, если что-то это не помогает, то сразу идти к психологу или к психотерапевту, потому что это очень знающие люди, не просто так себе деньги имеют, и хотя бы там на 3-4 сеанса я очень советую сходить. Человек, который скатывается до такого состояния и не может справиться с собственными силами, с пережитками депрессии, ему нужен куратор. Он один не справится никогдашечки, нет. Все, прекрати нагружать других людей, они это очень оценят, прям очень оценят и сразу начнут тебе помогать. Все, я знаю, как с этим делом работать, я знаю, как с этим бороться, и я не допускаю теперь такого состояния ума. Зачем? Мне не понравилось, это совсем не веселая вещь, это совсем не то состояние, в котором стоит жизнь проживать.